Друзья, здравствуйте. Если нормально слышно, скажите, мы начнем уже работать тогда. Так, что-то у нас с картинкой, да? Мгм. Так, плюсики пошли, хорошо. Ну, тогда пойдем дальше. Прежде всего, были просьбы, так как мы начали бесплатную публикацию наших сигналов, мы решили, конечно, немножко тех, кто не проходил обучение, возможно, будет полезно и тем, кто проходил обучение у нас, все-таки немножко показать, что для вас будет важным, как пользоваться этими сигналами, чтобы больших проблем не было, больших потерь, чтобы не было. Все-таки, во-первых, первым делом, что хочу сказать, наобум во все подряд лезть на Форекс не надо. Да, сигналы бывают не так часто, но в любом случае дождитесь хорошей ситуации и только тогда входим. Это в первую очередь. Давайте мы начнем с того, что сейчас рассмотрим варианты, как устанавливать шаблоны, как устанавливать профиль, а потом уже перейдем непосредственно разберем самые первичные правила, как рассмотреть наши сигналы. Если у вас будут в конце вопросы, даже по ходу, если будут какие-то вопросы, задавайте спокойно, мы на все вопросы постараемся ответить. Итак, прежде всего, когда вы скачиваете наши и шаблоны, и профиль, вот у нас есть две zip папки. Понятно, прежде всего, желательно, конечно, их разархивировать. Мы сделаем это, допустим, в то же место, где у нас и происходит. Так, где они? Ага, вот. Это раз. И данную папку тоже извлечем. Показываю самый примитивный вариант, как проще всего это провести, эту операцию, как легче всего ее сделать. Вот у нас имеются две папки. Давайте начнем с шаблонов именно. Откроем, например, давайте евро-доллар. Вот у нас имеется график, евро-доллар открыт. Угу. Папка открыта. Таким образом мы заходим в шаблоны. Загрузить шаблон. Alt-APL, это тот, что мы извлекли. И выбираем евро-доллар. Вот у нас евро-доллар. Автоматически у нас загрузился этот шаблон. Все, график готов к работе. После того, как вы один раз загрузите, уже всегда папка по умолчанию будет открываться именно та же. Давайте, допустим, вот евро-фунт тоже откроем. Попробуем с ним пойти. Загрузим сюда этот самый шаблон. Загрузить шаблон, выбираем евро-фунт. И все, у нас тоже здесь готовый будет абсолютно шаблон. Так, хорошо, вопросов пока нету, вижу. То есть шаблонами, думаю, разобрались, да, здесь проблем больших не должно быть. Теперь давайте попробуем загрузить сюда профиль. Что делаем с профилем? С профилем немножко больше времени это займет, но намного удобнее, так как у нас появятся сразу все 10 пар с уже установленными шаблонами. Давайте посмотрим, как это сделать. Мы заходим в папку профиля, точнее не заходим, а разархивированную папку профиля просто копируем. Всю папку копируем, можем даже вырезать как вам угодно. Дальше входим в наш терминал, файл, профили, точнее открыть каталог данных, profiles, и сюда вставляем нашу папку. Вот она появилась, 0708-2019. Все, можно закрыть. Давайте еще раз покажу. Значит, это файл, открыть каталог данных и здесь profiles. Вот эта папка у нас. После этого нам нужно будет закрыть терминал и снова его запустить. Давайте это и сделаем. Запускаем заново терминал.
запустил терминал. Ну-ка, ну-ка. Да, запустили. Просто вышел не на тот экран. Ага. Вот. И смотрим, вот здесь, видите, дефолт написано. Это профили тоже. Можно также точно открывать и вот здесь брать профили и выбирать нам нужные. Ну, давайте покажу простейший вариант. Вот в дефолте просто один раз левый клик. Вот у нас 07.08.2019. Выбираем этот профиль и, как видите, загружаются сразу все графики с нужными нам шаблонами. Вот здесь, видимо, я что-то не то нажал при сохранении. Вот, абсолютно готовый график, можно спокойно дальше работать. Думаю, с этим вопросов больших нет. Если есть вопросы, пишите. Сейчас я даже подожду минутку. Если какие-то вопросы в этом плане есть, попробую на них, конечно, ответить. Так. Возможно, мне здесь вопросы нехорошо видны, да? Может такое быть. Сейчас посмотрим. Так, вопросов нет, все ясно. Угу. Вижу, хорошо. Вопросов нет, все ясно. Ну, тогда поехали дальше, раз вопросов нету. Попробуем пойти дальше. Теперь давайте поговорим уже о самих сигналах, как их понимать, что с ними делать. Начнем мы вот с этого вопроса. Прежде всего нам нужно с вами запомнить, что такое для нас понятие пробой. Понятно, да, мы оранжевые, давайте опять уйдем сюда. Предварительно с утра мы выставляем какие-то сигналы, оранжевыми треугольниками выделяем точки, где мы рассматриваем вход. Это не значит, что если мы пробили эту линию, сразу заключаем сделку и летим уже куда нужно, может к стопу, не знаю. Мы пробиваем эту линию, ждем нужную нам комбинацию. По умолчанию эта комбинация пробой, тестирование этой же линии с отбойной свечой. Отбойная свеча — это свеча, у которой тело как минимум в 2 раза меньше, чем хвост. В данном случае хвост должен быть сверху. То есть, опять же, не влетаем в данную сделку. Я рекомендую также смотреть, что вообще происходит на графике. То есть, возможно, мы пробьем эту линию, дойдем до, например, данного горизонта, очень далеко уйдем, потом резко вернемся и получим здесь отбойную свечу, но это уже будет неверный сигнал, неверно его рассматривать для того, чтобы входить в сделку. Поэтому и в этой ситуации я бы рекомендовал вам все-таки подождать и разобраться. В идеале это пробой и недалеко ушли даже если и вернулись к этой линии. Это наилучший вариант для данного сигнала. Угу. Идем дальше. Что? Так, Михаил Коргов. Да, и, кстати, я забыл всем привет после плюсиков сказать. Угу. Теперь давайте посмотрим, какие могут быть пробои, что именно нас интересует в пробое. Давайте. Свеча должна быть явно закрытой с другой стороны и иметь какой-никакой в себе импульс. То есть, давайте посмотрим. Вот у нас пошли явная выраженная свеча, которая открылась выше линии, закрылась ниже линии. Это у нас пробойная свеча. Вот такие комбинации пробоя мы не учитываем. Это часто бывает в ночное время, то есть мы пробиваем нашу линию в боковом движении. Как видите, мы пробили эту линию не
свечой какой-то, не импульсом, можно сказать, не ценой, а временем. Находились на одном и том же месте, и просто из-за того, что у нас шкала времени продолжает движение, мы оказываемся с той стороны этой самой линии. И понятно, конечно, в этом случае лучше не торговать, так как на линию цена толком не отреагировала, и подождать, как дальше будут развиваться события. В большинстве случаев мы даже эту линию можем удалить и уже не рассматривать. Дальше. Свечные модели, ну давайте посмотрим, что такое отбойная свеча. Это у нас свечи для покупок, то есть у нас имеется небольшое тело и хвост снизу. Небольшое тело, хвост снизу. Допустим, это некая линия, да, которую мы обозначили оранжевым треугольником заранее. Теперь посмотрим на обратную ситуацию. Некая линия, рассматривали от нее продажу. Вот у нас свеча, хвост сверху, свеча, хвост сверху. Все, это у нас свечи для продаж. Давайте идем дальше. Думаю, с этим разобрались. Что касается стопов, я понимаю, вопросы наверняка подобные будут. Допустим, предположим, у нас имеется некая линия, от которой был оранжевый треугольник, мы ее пробили, вернулись, получаем отбойную свечу. Что делать со стопом? В первую очередь мы обращаем внимание на ближайший какой-то уровень, максимальное значение. За него сразу предварительно на глаз смотрим возможный стоп-лосс. Стоп-лосс от 25 до 35-40 пунктов максимум. Если этот уровень нас удовлетворяет этим требованиям, то мы рассматриваем его. Дальше можно проверить уже по Фибоначчи. Как видите, здесь мы попали за 38,2. Дальше смотрим по линиям. Если еще и линия какая-то защищает наш стоп, вообще отлично. Это что касается данного стопа. Чтобы вопросов потом в дальнейшем не возникало, куда бы там лучше поставить стоп-лосс. Выход с минимальными потерями. Давайте предположим ситуацию, есть некая линия, мы от нее получили сигнал, вот у нас отбойная свеча, а потом, возможно, следующая свеча или через одну, мы закрылись явно, уверенно выше этой линии. Следовательно, что мы ждем? Мы ждем отката к этой же линии и выходим с минимальными потерями. Обычно это 3-7 пунктов, для начинающих это самое оно, дальше ждать не стоит. Не мучайтесь, не держите надежду, что вот сейчас все-таки цена пойдет, я получу то, что мне нужно и так далее и тому подобное. Это чревато очень. Не пошел сигнал, спокойно выходите с минимальными потерями, ждем более интересной ситуации для входа в рынок. Еще раз скажу, будьте внимательны, не пытайтесь, скажем так, надурить рынок. Рынок всегда сильнее нас. Мы должны быть осторожными здесь, очень внимательными. Как только что-то идет не по нашему сценарию, сразу покидаем сделку, ищем более удобный случай для торговли. Это что касается, да, и про безубыток я не сказал. В безубыток, конечно, лучше всего переводиться от 20 до 25 пунктов, либо если есть какой-то значимый уровень. Давайте немножко на график посмотрим. Интересно, есть ли сейчас вопросы? Если есть, напишите мне вопросы, какие у вас имеются, я подожду. Если нету, пару примеров на графиках как раз за последние, вот, как мы начали публиковать, у нас как минимум 3 сигнала уже было, кстати, очень хорошо все отработали. Поэтому давайте посмотрим, вопросы какие есть. Если нету, просто хотя бы минусы проставьте, поймем, что вопросов нет, и тогда пойдем дальше. Так. Что хотел еще сказать, да, пока вопросы, возможно, кто-то печатает или еще что-то. В принципе, у нас акция сейчас идет очень, ну, куда уже дальше, я не знаю. Если человек занимается трейдингом, не сочтите за супер рекламу какую-то, ну, 900 рублей, мне кажется, если человек собрался заниматься трейдингом, ну, не такие большие деньги, чтобы заплатить и целый курс пройти, там около 10 уроков. Основные уроки для вас будут первые 5, вся важная информация. По фунту иен вялое падение. Сейчас по парам, Юрий, мы отдельно потом в конце, хотя можете сейчас задавать вопросы, просто есть вероятность, что потом не увижу. Сейчас посмотрим, Сергей. Так вот, мне кажется, было бы достаточно, это не такая большая цена. Раньше было за $100 цена этих курсов. Все спустили, сделали все удобное для вас, для начала нового сезона трейдинга. Понятно, летом бывает не самая активная торговля, хотя это лето оказалось очень и очень эффективным, очень хорошим. Но в любом случае с сентября обычно рассматривают хорошие движения. Заплатил 900 рублей, изучил весь курс, пожалуйста, дальше работай.
сам умеешь строить, но для тебя все сделано. И построения все готовы, шаблоны, профили, войди и посмотри. Ну, а для тех, кто уже хочет более, конечно, изощренные знания иметь, у нас есть и индивидуальное обучение. Несколько месяцев один на один будем общаться. Проходите по ссылкам, которые на сайте есть, кого интересует, пообщаемся, записывайтесь даже по скайпу на собеседование, поговорим о ситуациях. Ладно, по рынку. Давайте, ну вот один из последних сигналов, который у нас был. Сейчас мы все эти сигналы посмотрим. Сейчас мы открываемся здесь. У нас была подобная линия здесь. И посмотрите, мы ее пробили, мы ее специально в статистику этот сигнал не вводили, хотя я знаю, что многие ребята торговали, потому что все-таки ночной сигнал, хотя, наверное, ночные сигналы тоже будем вводить. Не все наверняка здесь успели торговать этот сигнал, он был выделен. Смотрите, мы пробили, давайте на плюс пойдем. Мы пробили, получили отбойную свечу, закрытую ровно на линии, отличная свеча. То, что я вам и говорил, давайте обратим внимание, что сигнал еще и не пустой, имеется очень хороший уровень, кроме этой самой линии. Мы протестировали, отбойная свеча есть, вошли в рынок. Цена далеко не ушла для безубытка, продолжила тестирование этого уровня. Стоп-лосс у нас вот приблизительно за этот минимум посмотрели, ну 20-25 пунктов. И как видите, очень хорошо пошли. Понятно, столько мы не брали бы, это уже надо быть каким-то провидцам. Однако до следующей линии порядка 70 пунктов цена спокойно, очень спокойно прошла. Посмотрим дальше. Еще был сигнал у нас совсем недавно по фунт-иене, точно. Вспомнил. Сейчас посмотрим и этот сигнал. Вот. Это было 1 августа, да, как раз день первой публикации. Вот у нас пробойная свеча. Следующая свеча протестировала сразу же этот уровень. Мы, точнее, эту линию рассмотрели. Это у нас что? Резкое движение, коррекционное движение пошло. Все по тренду, отличный сигнал. Стоп-лосс порядка здесь был у нас 35 пунктов, насколько помню. Ну и полетели, конечно, очень далеко. Но фиксировать можно было и в этот же день порядка 80 пунктов, 100 пунктов. Здесь спокойно можно было брать. Так, еще, вчерашний сигнал по канадцу, если посмотреть. Где он там у нас? Сегодня мы о нем в обзоре сказали. Вот. Пробита коррекционная линия, тоже рассматривались. До этого отбивались от данного горизонтального уровня. Вернулись, получили отбойную свечу. Входим. Здесь можно было за эту линию уводить. Порядка 25-30 пунктов. И цена улетела на 65 уже в этот же день. Очень хорошо получили данные сигналы. Это что касается сигналов. Задавайте вопросы, какие бывают интересные ситуации у вас, что вам не очень понятно. Пожалуйста, на любой вопрос сейчас попробую ответить. Ну и сейчас уже можете задавать вопросы также и по каким-то валютным парам. Если вам что-то интересно рассмотреть, без проблем посмотрим, разберем какие-то ситуации. Вообще, может быть, это любой инструмент. Биткоины, не знаю, рубли и все прочее. Угу. Задержка же небольшая есть, да, при обработке через YouTube эфира. Правильно. Так, вопросов я смотрю нету. Но если нет вопросов, тогда пропишите минусы. Поймем, что нет вопросов. Будем ждать вас в наших обзорах. Каждый день мы будем их публиковать до 11 по Москве. Постараемся как можно раньше это делать. Там же можете и в комментариях, конечно, обсуждать по золоту, что можете сказать. Ну, золото там летит вверх у нас очень хорошо. По золоту давайте посмотрим. Угу. Давайте прям графика. Угу. Вот это золото у нас. Ну, во-первых, здесь очень интересная ситуация была у нас здесь. Давайте даже вот так лучше будет, если я покажу вам этот вымпел. Его мы видели с ним. Некий вымпел. Посмотрите, сформировался у нас какое-то время назад, да? И очень хорошо можно было с ним поработать. Давайте вот так сделаем, чтобы лучше было. Вымпел, то есть резкое движение вверх.
и пошла какая-то коррекция без переписи данного промежуточного минимума, без переписи максимума, вырвались, протестировали этот вымпел и полетели дальше вверх. Ну, с учетом текущей ситуации, войн Америки и там, Китая, имею в виду экономические, то, конечно, золоту перспективы довольно неплохие. Так, после окончания аукса сколько будет стоить ежемесячная подписка на сигналы? Мы еще это не обговаривали. Это пока у нас пробный период. Давайте мы с ним закончим, Виктор. Потом посмотрим, какие у нас мы будем принимать решения по сигналам. Так, про отбойные сигналы тоже расскажите. Отбойные сигналы. Вы имеете в виду при получении отбоя? Ну, отбойный сигнал от трендовой линии у нас же опять, он в голом виде не происходит у нас. У нас должны быть дополнительные некие линии, подтверждающие этот отбой. Допустим, если это у нас трендовая линия, возврат к ней, нам все равно нужна будет некая коррекционная линия. Голый отбой мы брать не будем практически никогда. Если что-то будет, да, забыл, кстати, об этом сказать, обязательно слушайте внимательно обзоры, бывают даже синие треугольнички у нас стоят, но я говорю, при каких условиях, что должно произойти на рынке, чтобы мы торговали от этого треугольничка. Допустим, должны переписать этот максимум или отбиться от такой-то линии, тогда этот пробой становится актуальным и хорошим сигналом. То есть будьте внимательны. Так, какой ТП, если нету линий тренда FIBA. Я для начала, Виктор, рекомендую брать 2 к 1. Конечно, не меньше. Берите 2 к 1. Дальше смотрите, конечно, по рынку. Если видите, цена прошла там 1,5 к 1, но уже, не знаю, несколько часов бьется, а какой-то уровень дает отбойные свечи против вас. Точно в безубытке, конечно, вы уже находитесь, но лучше, может, имеет смысл на тот момент зафиксировать. Но я рекомендую 2 к 1 для начала брать. Постепенно, конечно, люди потом привыкают и начинают брать чуть более отдаленные цели. Так, торговать на H1. Да, Михаил, торговля на часовом интервале на D1 мы тоже рассматриваем. Конечно, наши перспективы основные идут из D1. Если взять, например, евро-доллар, мы здесь увидели пробой синей линии нисходящей, ее тестирование, хотя и отбойная свеча от уровня имеется. Поэтому здесь неплохо было бы подождать, посмотреть, как дальше здесь будут развиваться события. То есть некая неопределенность на D1 для нас сформировалась. 2 разнонаправленных сигнала, на H1, поэтому особо ничего нет. Вот, например, сегодняшняя ситуация. Если этот минимум мы перепишем, у нас получится нормальный коррекционный канал подобного типа, да, и мы сможем уже торговать на и точку С возможную к покупкам, хотя посмотрим, с чем она у нас совпадет, слишком большой канал. И в любом случае только после этой переписи у нас здесь эта линия превратится в важную, на ее пробое можно будет тоже торговать, то есть рассматривать покупки. Без этого мы пока не можем торговать покупку. Так, что ТП сказали, Виктор. Это на что после окончания? Ага, это про акцию. Хорошо. Так, еще какие-то вопросы есть? Так, есть в планах делать чат, например, в телеге с сигналами. Поймите, в бесплатном варианте, да и в платном варианте, мы цены там даже не... У нас не такая большая цена была, чтобы круглые сутки сидеть, сигналы эти отслеживать, все выдавать постоянно, каждую секунду. Может быть, что-то подобное когда-нибудь появится, но точно не в ближайшее время. Это очень-очень много времени будет занимать, чтобы постоянно пытаться отписываться. В принципе, внутри дня, да, сигналы бывают, формируются, то есть какие-то новые линии нужно достроить и уже сказать, что вот сигнал, не сигнал. Но это бывает не так часто. В статистику, которую вы видите на сайте, мы такие сигналы никогда не вводили. Поэтому на статистику такие внутридневные сигналы не повлияли. Ну, возможно, может быть, что-нибудь такое и придумаем, Антон. Так, какие еще вопросы? О, как мы сегодня. О, я думал, меньше народу будет. Все-таки время, я смотрю, мало кто здесь на работе, либо все в тихорца по телефону. Понятно. Даже не знаю, какая там задержка, сколько ждать, чтобы понять, как у нас с вопросами. Есть или уже. Ну, если нет вопросов, хотя бы из любезности минусы пробейте, чтобы мы поняли, что вопросов особо нет, и тогда пожелаем вам успешной торговли и будем вам по возможности в этом помогать. Опять же говорю, не пытайтесь, еще очень важный момент, какие у вас имеются финансы, не власти в долги, это не должны быть последние деньги, торгуйте только на свободные какие-то средства. Нет, Виктор, задержка есть точно.
Олег, вопросов нет, вопросов нет. Отлично. Ну, тогда будем все торговать. И просто интересно, вот из 3 сигналов, которые за август был, давайте сделаем так. Кто-нибудь, хоть один сигнал, вот из здесь присутствующих, влез, зашел, или все-таки все побоялись, или остались в сторонке? Есть такие люди? Эти разметки делаются вручную. Разметки, да, это абсолютно она делается вручную. Есть вспомогательный индикатор у нас, который нам помогает, по крайней мере. Но все равно это индикатор только помогает быстро изменить цвет и все прочее. Вот он. Ничего прочего он за нас рисовать здесь не будет. Почему вчерашнюю сделку по USD не добавили в статистику на сайте? Сейчас добавим, и еще с утра не успели. И вчера тоже был немножко уже занят, что даже, можно сказать, подзабыл. Два плюса. Пока в стороне. Ага, вот Вадим взял 2 сделки. Отлично, Вадим, поздравляю. Олег Черняков пока в стороне. Вчера в канадца не поверил, а зря. Понятно, не успел вовремя войти. По фунту иене влез против тренда. Юрий Мартовский по фунту иене в покупку, что ли, полезли где-то. Здесь и толком сигнала не было еще. Наказал рынок против тренда. А, здесь где-то вылазить пытались. Интересно. Против тренда нужны особые дополнения. Мы, если рискуем против тренда, и об этом я очень часто в обзорах говорю, очень внимательно это делаем, потому что тогда игра должна стоить свеч. То есть, если возможен маленький стоп, какие-то большие перспективы и хороший противотрендовый сигнал, это другое дело. Один вам секретик раскрою. Раз уж на то пошло дело, против тренда без импульса не лезьте. То есть, вот если в этой ситуации уже, вот видите, это тоже противотрендовый сигнал, но мы здесь хоть как-то можем его рассматривать, потому что у нас тренд завершил, ну не завершился, пока мы этого сказать точно не можем, но по крайней мере мы уже увидели какой-то выстрел вверх, коррекцию вот к этому уровню, например, здесь некое двойное дно, если обратите внимание. И вот здесь, если бы мы сегодня отбились и пошли вверх, очень неплохо могло бы сформироваться. То есть двойное дно протестировано, и получили бы сигнал на разворот, можно было бы тогда лезть против тренда. А когда против тренда на каких-то вялотекущих откатах пытаетесь влезть, даже не стоит. Вчера взял 50 пунктов по USD Канаде. Маловато взяли, но тоже ничего, Виктор, очень хорошо. Так. Да, кстати, еще скажу, что стопы случаются. Если вам кажется, что стопов не бывает, сразу предупрежду. Стопы бывают. Не надейтесь на без убытков. Постоянно, чтобы мы без убытков торговали. Стоп — это наши рабочие моменты. Воспринимайте вообще депозит как молоток некий, которым вы гвозди будете забивать. Ну, молоток иногда изнашивается, ничего страшного. Так что будьте готовы к каким-то и стопы будут, и профиты, и БУ, и нулевые сделки. Все есть, все как в нормальном трейдинге. Главное зарабатывать. Так, отлично. Ну, я смотрю, вопросов особо больше не так. Почему это я прочитал. Отлично. Ну и всем, конечно, до свидания, успешной торговли. Желаю вам быть очень внимательными. Ну и, конечно же, хороших профитов. Ну и всем, кто будет смотреть записи, тоже hello. Тоже вам удачи. Всем пока. Спасибо за внимание. Если нет вопросов, не имею права больше вас задерживать. Идем работать. Я извиняюсь, Виктор, я все-таки тогда к вам вернусь отдельно. Быстро скажу.
голубые треугольники для того, что они как индикатор рынка, что тут возможен отбой. Если здесь возможен отбой, он происходит, значит рынок сейчас подвержен хорошему графическому анализу. Бывают периоды, когда эти треугольники плохо отрабатывают. А так, я еще раз тогда со всеми прощаюсь, извиняюсь, что задержал. До свидания, удачи.